Шалом! Расскажу вам про свой новый грейвел Ronin от After. Как я пришел к этому велосипеду. Почти 10 лет я ездил на гибриде по городским дорогам и иногда выезжал за город в лес. А когда жил в Израиле, там гонял по каменистой местности. Со временем хотелось все больше скорости, но мягкая ноунейм вилка сводила это желание на нет. Я даже сменил ее на карбон из Китая и проехал несколько сот километров. Но об этом, может быть, расскажу в другой раз. 2 года назад я увлекся красочными видеоотчетами о путешествиях на велосипеде. А сам пока только раз путешествовал из Вены в Братиславу. Пока гревел-туринговая индустрия затягивала меня все больше, я решил сменить велосипед. В новом велосипеде я решил поменять все узлы. Состав рамы, ее геометрию, марку и вид трансмиссии. Критериями также была одноцветная симпатичная рама, крепление тормозного калипера внутри треугольника, вилсет обязательно на осях. В общем, задача была купить раму и все, что к ней приварено, а навес при необходимости сменить позже. Конечно, был еще вариант заказать все комплектующие отдельно и собрать их самостоятельно. Но, во-первых, это дороже. Во-вторых, комплектующие могут просто не подойти друг к другу. Не скажу, сколько интернета-часов я провел в поиске, но когда случайно увидел некрашенные трубы Ронина, понял – это любовь. Даже сварочные швы как украшение. Начал выяснять, что и как. Более 110 лет назад Джон Рейнольдс из Англии запатентовал процесс изготовления труб с баттингом, который имеет более толстые стенки по краям, что позволяет снизить вес без потери прочности. Вес в 52-й ростовке с бескамеркой без педалей примерно 10 килограмм. Если вдуматься, на производстве труб чуваки специализируются уже более века. Видимо, поэтому 27 победителей гонки Тур де Франс выиграли ее на рамах Рейнольдс. Брюс Ли сказал: «Я не боюсь человека, который знает 10 тысяч ударов. Я боюсь человека, который один удар тренировал 10 тысяч раз». Впоследствии выяснилось, что все прочие критерии в нем тоже случайно совпали. Трансмиссия 1.11, тормозной калипер спрятан внутрь заднего треугольника, оба колеса на осях. В общем, этот японский воин соединил в себе все мои запросы. Расскажу про первое ощущение. Еще в магазине не мог поверить, что швы, которые прочие производители старательно прячут под слоями краски, при грамотной работе дизайнера могут стать его украшением. Руль, во-первых, это красиво. Это мой первый руль-баран. Возможно, поэтому ощущения были такими сильными. Вначале, конечно, было непривычно переключаться, притормаживать. Но даже в городе почти сразу я понял, какую свободу эта форма дает рукам. Обилием хватов ты можешь менять нагрузку не только на руки, плечи, но также и на спину. Не говоря уже об удобстве при городских пробках. А в лесу и прочем бездорожье его слегка развернутые ручки дают необходимую уверенность и жесткость на дороге. Промышленные подшипники спрятаны внутрь конусного треугольника. Бонки на карбоновой вилке 2019 года отсутствуют. По мне, эту проблему можно решить широкой линейкой современных багажников. Проблема, которую можно решить за деньги, называется расходы. Еврейская мудрость. Бонки есть на средней и подседельной трубе, также на перьях для багажника. Вообще, при возможностях современного байкпакинга важность бонок мне пока не ясна. Система SRAM Apex тоже стала приятным обновлением. До этого ездил только на Shimano. Спереди звезда 42, сзади кассета 1142. При таком передаточном числе, признаюсь, редко вкручиваю на последней передаче, но в хорошую горку на первой взобраться можно. Американский переключатель очень симпатичный. Несмотря на то, что это начальный уровень от SRAM, а количество звезд в кассете, по-моему, максимально, работает отлично. Отдельно хочу отметить силу натяжения цепи. Я до сих пор не поставил защиту пера, ибо незачем. Про вилсет могу сказать, он полностью соответствует уровню рамы. Легкие обода от Mavic, готовые под бескамерку. 20 спиц, это двухперекрестные. То есть это еще не прямые спицы, как на гоночных аппаратах, но уже не трехперекрестные, как на большинстве колес начального уровня. Стоковые покрышки от Vittoria Terreno 700/40 оставил. Из-за перьев сменить на более широкие будет проблематично, да и терять в скорости тоже особо не хочется. Меня полностью устраивает их накат и умеренная агрессивность. Рассказывать долго о геометрии своего байка я не буду, так как разбираюсь в этом пока меньше парней, ссылку на которых я оставлю в описании.
Скажу лишь, что посадка не слишком агрессивная. То есть верхним хватом спина не затекает, а нижним можно ввалить. Длина перьев короче, чем на классическом туринге. И это значит больше маневренность и скорость. Хотя большая сумка-штаны на заднем багажнике может задевать пятки. В заключение скажу, по словам Валберес, продажи велосипедов в этом году выросли в 60 раз. Это значит, растет велоиндустрия, и вместе с ней ваши шансы найти свой идеальный байк. Ищите, пробуйте, а главное, катайтесь в удовольствие.